100 километрах к югу от Москвы находится зона. Она появилась здесь в результате несостоявшегося научного эксперимента. На первый взгляд, обычная постсоветская промышленная заброшка. Таких полно. Но вот уже много лет это место притягивает современных сталкеров и диггеров. Диггерский интерес к объекту вполне объясним. Дело в том, что этот объект, он уникален. На территории двух областей, Московской и Калужской областей, построен подземный объект, который по своим масштабам практически повторяет, равноценен, можно сказать, Московской кольцевой линии метро. В принципе, второго такого объекта по масштабам в стране не существует. Естественно, интересно это все своими глазами увидеть, пощупать, как говорится. Где-то там 2010, предположим, год, да, 2011, может быть, даже нулевые. А здесь практически был полный беспредел с точки зрения попадания, то есть любой, буквально школьник мог прийти и сюда попасть. В свое время народ практиковал, ну и мы тоже вот разочек пробовали. Там есть мотовоз, электровоз. То есть там, естественно, проложены пути узкоколейки. По этой узкоколейке ездит этот мотовоз. И вот, значит, некоторые диггеры, нам тоже один раз повезло запустить этот мотовоз. Мы вот полностью сделали круг. Вот этот вот 21 километр. Диггеры, да, вот постоянно с ними боремся, то есть особенно вот до 2016 года, то есть просто мы заливаем бетоном, засыпаем, раскапывают, раздалбливают, вырезают дыры и туда. Просто это очень опасно даже для них самих, потому что они порой спускаются на веревках, если не подготовленный человек, это просто будет трагедия. Одна из площадок УНК, как и большинство площадок, она сейчас полностью замурована, но народ пытается попасть внутрь разными путями. Вот, например, здесь пытались вскрыть вот эту пробку, бетонную пробку. Не знаю уж, чем тут ее отбойными молотками пытались разбить. И отрезали стальные листы, которые настелены для того, чтобы потом залить бетоном. А там еще такой же слой, то есть там засыпано бетонной крошкой. И опять же там еще вот такой же слой стали. В принципе, попасть практически невозможно здесь. А здесь до комичного доходит. То есть, я уж не знаю, каким умом надо обладать. Ребята-диггеры, которые хотели попасть в объект, они прокопали подземный ход, чтобы добраться до того вот наклонного сооружения. Они думали, что там можно будет попасть под землей внутрь и уже как-то проникнуть в структуру самого кольца. Но понятно, что там фундамент, просто уперлись в этот фундамент и все. История для меня, история места, история объектов, которые я лезу, которые я посещаю, для меня иногда даже первоочередная. То есть мне интересно, есть ребята, которые лазят, им интересно просто посмотреть само место, и им абсолютно наплевать, что там было, для чего даже это строилось. То есть вот бетонное сооружение, предположим, какое-то, и что оно уникально, предположим, с технической точки зрения или уникально с точки зрения его использования, им на это плевать. Мне, например, очень интересная история. Мое детство прошло в городе Протвино. Такие слова, как протон и электрон,
Протвинские школьники узнавали не на уроках физики. Мы слышали их от родителей, они присутствовали в городских названиях, транспаранты с летающими вокруг атомного ядра электронами мы носили на праздничных демонстрациях. Город строился для фундаментальной науки, и все здесь так или иначе было связано с Институтом физики высоких энергий. Никто никогда не уточнял его полное название. Говорили просто «институт» и все. Институт был предметом нашей детской гордости. Мы знали, что здесь находится крупнейший в мире ускоритель. Мало кто из наших сверстников по всему Советскому Союзу понимал строчки из популярной песни Пугачевой о занятиях на труде синхрофазотроном лучше, чем мы. Хотя на трудах мальчики делали все те же табуретки, а девочки шили и стряпали. Мы знали, что в институте ведутся эксперименты, связанные с чем-то атомным, что в Протвино приезжают физики со всего мира. 3 девятиэтажки в центре города, где жили ученые из Франции, так и назывались французскими. Мы ходили к ним рассматривать невиданные в то время иностранные автомобили, которые были припаркованы у подъездов. И собирали макулатуру по квартирам французских домов в надежде заполучить журналы «Пиф» с комиксами. На фоне многих или большинства городов Советского Союза тогда с известными проблемами, там, начиная от благоустройства до снабжения, конечно, это был оазис. И люди вспоминают различные истории, как, попадая в этот город, они там ахали, обнаружив там 3 сорта чешского пива. Ну вот излюбленная для мужчин тема. Такие города в Советском Союзе, они были при Средмаше, Министерстве среднего машиностроения. И финансирование было не просто хорошее, а очень хорошее. Надо понимать, что выстроить вот такой город, стараясь не срубить ни одной лишней сосны, это удорожает строительство во много раз. Город строился по принципу города-сада. Такое понятие у нас в науке есть. Оно еще зародилось в 1870 году, что есть, например, какой-то район, есть застройка городская и есть уже прилегающие площади. Так вот, в обыкновенном обычно проектировании 60% идет под застройку, а только 40% под все остальное. Здесь же у нас наоборот, поскольку город-сад, и здесь архитектор добился того, то есть 40% под застройку, а 60% это газоны, поэтому так много оставили деревьев. У нас 7 микрорайонов, и ни один микрорайон не повторяется нигде. У нас 5 школ, и ни одна школа не повторяется. Это уже, наверное, 10-й. да, это уже, наверное, к 10-му ближе, нет? Это 9-й. 9-й? Да. Угу. Вот это я, вот это Сережка. Это да. Ты ли это? Да. Ну, здесь не разобрать, кто. Андрюх, наверное, это был ты. Слушай, ну, наверное, судя по росту, да. Я помню, как мы ходили на ускоритель в школе на экскурсию. Артем Аркадьевича отец нам устраивал. Было такое дело. Больше всего меня поразило, что там была штука, когда ты входишь, она считает, сколько людей вошло и сколько людей вышло. Я думал, это типа синхрофазотрон или как-то. Вам, филологам, все вот какие-то мудреные названия. Синхрофазотрон. Нам попроще. ОНК и ОНК. Не, ну в любом случае, его начали строить, как раз мы в школе учились, как я помню, да? Да, Большое кольцо начали строить, когда мы учились в школе. Ну, сказали же в 83-м году же. Я как раз вот в институт поступал под то, чтобы работать вот этот здесь. ускоритель. На большом. Да, то есть у меня специальность корригенная техника, чтобы работать на большом ускорителе. И когда и выбирали специальность, под это дело и смотрели, что вот, ребята, перспектива, тут стройка века, вперед из песни. Эту стройку называют последней великой стройкой Советского Союза. Они не слагали песен, не трубили по радио. Объект, хотя и не оборонный, но все-таки ядерная физика. В Протвино о Большом кольце говорили много. Говорили о перспективах, о том, что наш ускоритель опять станет крупнейшим в мире. Тоннель в 21 километр. Впечатляет. В город приехали метростроевцы из Москвы и Харькова, проходчики бамовских тоннелей. О БАМе и его героических строителях мы знали с раннего детства. Про них-то песен было предостаточно.
И вот теперь эти люди здесь, в нашем городе. Новый ускоритель должен был стать частью уже существующего в институте комплекса. Еще 14 октября 1967 года в 1,5-километровом кольце ускорителя У-70 был получен пучок протонов энергией 76 миллиардов электрон-вольт. Человеку, далекому от физики, эта цифра мало что говорит, но на тот момент это был мировой рекорд. Научные достижения не заставили себя ждать. Уже в 1970 году на ускорителе впервые в мире были зафиксированы ядра антигелия, что подтвердило теорию о существовании антивещества. Фантастика стала реальностью. Здесь открыли новые элементарные частицы, неизвестные ранее эффекты и законы их взаимодействия, которые помогли сформировать современное представление о микромире. Физика элементарных частиц или физика высоких энергий занимается проблемами микромира. Но для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо иметь гигантские установки, которые мы называем ускорители, которые разгоняют частицы, скажем, протоны или электроны, до гигантских энергий. Но какая цель? Потому что надо рассмотреть детали микромира, то есть это ничтожно малое расстояние, где-то, скажем, допустим, гораздо 100 тысяч раз меньше, чем размер атомного ядра, или даже больше, в миллион раз меньше. Поэтому нужны гигантские энергии. Изучение сил природы, этих могучих, совершенно различных сил, которых мы раньше вообще никогда таких сил никогда не наблюдали, потому что обычно силы с ростом расстояния убывают, а здесь с ростом расстояния силы растут. Как их можно использовать? Можно ли их как-то привести в движение и поставить на службу человеку? Конечно, на эту тему можно многое гадать, здесь могут быть различного рода фантазии, но природа иногда богаче. Сам факт существования нашего института говорит о том, что атом неисчерпаем, да. Дальше в атоме нуклоны, и составляющие их вот это элементарные частицы, и там их взаимодействие. Мы работаем вот на другом уровне иерархии, ниже еще. Вот когда этот ускоритель, скажем, в нашем протвином был создан, были тогда тоже свои задачи, которые тогда были очень современными. Например, тогда только что были гипотетические частицы предложены для объяснения структуры материи, это кварки так называемые. Сейчас уже многие знают, сейчас это даже в школьную программу входит. А тогда это была новинка. И вот один из первых ускорителей, на котором была поставлена задача обнаружить эти кварки, это был здесь как раз. Сейчас давайте пройдем, я расскажу, по крайней мере, попробую рассказать. Тогда было два ускорителя всего. И 100 – это 100-метровый ускоритель, который инжектировал напрямую в 1,5-километровое кольцо У-70. Но эта схема не устраивала чем? Низкая интенсивность, которую удавалось получить, низкая, не хватающая физикам. Когда ввели в эксплуатацию инжекционный комплекс, состоящий из ЛУТ-30 линейного ускорителя и быстроцикличного бустера, то удалось повысить интенсивность в 3 раза. Сейчас попросим включить нам подсветку, или Андрей подойдет сейчас. Андрей! Вверх дай мне фонарик, а во-вторых, попроси Грушичева включить нам стенд. Основная часть ускорителя, вот сам принцип был сделан в нашем институте. С тех пор, как его сделали, на всех ускорителях мира, которые ускоряют именно тяжелые частицы или протоны, именно такую структуру ставят. Вот если есть у нас пучок, то он, как вот луч фонарика, он расходится. То есть помимо того, что у пучка, у частицы есть продольная компонента скорости, с которой он летит вперед, у него может быть, у разных частиц могут быть и поперечные компоненты, которые могут смотреть вверх, вниз, вбок, влево, вправо. Если ничего не делать, то эти компоненты приведут к тому, что пучок просто долетит до стенки и потеряется. Надо его фокусировать. Вот между вот этими вот электродами создается как раз то самое поле, которое вот здесь вот его вот так сжимает и вот так разжимает. Но помимо того, что пучок
фокусируется, его надо ускорять. Вот за счет того, что у нас есть вот такая вот эта волнообразная структура, помимо поперечной компоненты, появляется еще и продольная компонента, которая ускоряет. То есть одним и тем же полем мы и фокусируем, и ускоряем. Ну это я не знаю. Андрюш, ты помнишь эту легенду, нет? Нет. Я точно помню, что это такое. Говорили. Да, В классе в 6-м и Да, в 5-м была где-то такая вот так. легенда о том, что к нам ехали японцы. Ну вот, но у них у всех, естественно, дозиметры были. Вот они смогли доехать только до Калинова, и там обнаружили о том, что избыточная радиация, и дальше к нам не поехали. Здесь нормально, можно работать. В самом городе радиационный фон такой же, как и в любом другом городе России. То есть, естественно, радиационный фон 0,12-0,14 микрозирт в час. Вот. То есть ничего там трещать не может. У нас даже если выйти за пределы ускорителя на техплощадке, естественный радиационный фон не повышенный. Повышен он только вот в местах непосредственно близости с самим ускорителем. Оно не опасно для экологии, потому что вся эта радиоактивность остается там, в железине. Она никак не улетучивается и никуда не девается. Все остается здесь. Так что это все выдумки. В моей группе много молодежи. Это выделяют, да. Как говорится, сознаю, стремлюсь к этому, очень рад, что что-то получается с большим трудом. Значит, другое дело, что ребят, нацеленных на науку, их, не то, что их немало, для такой большой страны их тоже не очень много. И самая проблема, после того, как такого нашел, значит, самая проблема его сюда заманить, увлечь и удержать. Зачем, это, конечно, не тот вопрос. Да? На него ответ нужно давать не здесь, а где-то там у доски. Вот. А что здесь происходит, рассказать можно, я думаю. Отсюда прилетает пучок, вот здесь есть мишень, да, вот там. Я не очень хочу ее сейчас вытаскивать, чтобы не потревожить всю эту конструкцию, не сбить ничего. Вот. Но вот она здесь, там происходит какое-то взаимодействие, рождаются вторичные частицы. Собственно, они нам и интересны. По тому, что оттуда вылетело и какими параметрами оно обладает, мы можем что-то сказать о том, что же произошло в этой мишени. И, собственно, это и есть предмет нашего изучения. И за магнитом находится еще серия камер, которые измеряют положение, где частица у нас пролетела. По этим полученным данным с электроники вычисляем реальные физические параметры частиц, которые у нас получились на выходе. В частности, условно говоря, сколько частиц, какие частицы, с какими импульсами, под какими углами они летели. И дальше эти данные, уже реконструированные, становятся предметом физического анализа. Ведь чтобы вот наш ускоритель, даже простой, заработал, ведь в одной точке должно сойтись очень много технологий и заработать одновременно. Ведь там задействована магнитная система, то есть магнитооптика, вакуумная система, импульсные ударные системы, это магниты, которые вводят, переводят. Все должно работать не разрозненно, синхронно, по определенной программе. Из чего состоит этот ускоритель? Он состоит из 120 вот таких вот магнитных блоков. Периметр, длина по периметру порядка 1,5 километров, 200 тысяч оборотов в секунду совершает пучок. Для того, чтобы поддерживать пучок в процессе его ускорения, мы должны все время увеличивать ток, все время увеличивать поле. Вот этот ток со 130 ампер увеличивается до порядка 5000 ампер. Потребление электроэнергии только магнита составляет порядка 14 мегаватт. Когда наш ускоритель только что запустили, значит, это было в 1967 году, уже тогда начались разговоры о том, что нужно думать вперед и задумывать планы строительства нового ускорителя. В 70-х годах уже появились первые
квалифицированные обсуждения с участием всех институтов из Советского Союза. И дальше уже появилось просто, начались обсуждения, которые длились вплоть до... и шли параллельно с началом строительства ВНК. Это были регулярные встречи здесь, самые выдающиеся люди приезжали и планировали эти эксперименты. Какая непосредственная цель стоит перед нашими физиками? Это создание такого мощного ускорителя, который бы способен был ускорять протоны до энергии 3000 ГЭФ. А затем создать на этой базе и встречные пучки протон-протонные столкновения, именно 2 пучка встречных по 3000 ГЭФ. То есть достигнуть таким образом в системе центра масс энергии 6000 ГЭФ. Но во всем мире наращивание мощностей ускорителя шло каскадно. Как в автомобиле нельзя сразу же стартовать с 5-й передачи, так и здесь. Пучок из ограничений, ряда принципиальных ограничений в данном каскаде ускорения может получить вполне определенный прирост энергии. Не больше и не меньше. Получили пучок У-70, он нормально, устойчиво работал, естественно, возникло желание использовать его как инжектор для следующего кольца. Появилась эта электрослабая теория, и, были предсказаны существование многих интересных частиц. Например, в то время, актуальным был поиск топ-кварка, так называемого, да? То есть одна из задач была найти топ-кварк. Это достойная очень цель, и мы конкурировали, то есть кроме нас, был проект SSC, американский, да? Был проект в ЦЕРНе, где-то в зачаточном состоянии LHC, и наш проект вполне мог вписаться в эту, в эту картину. То есть получалось, что мы энергия поменьше, но был шанс стартовать пораньше. Ведь ускоритель все-таки вещь, которая действительно ставит перед собой держава в комплексе. Даже не столько ускоритель сам по себе, а ускоритель, построенный в данной стране, желательно в опоре на национальной технологии, это просто и индикатор нормального состояния, и драйвер нормального состояния экономики одновременно. Да, сердце замирает, когда я смотрю на этот объект. Это наше будущее, о котором мы мечтали. Перед нами шахтный ствол номер 12. С этого ствола шла проходка ускорителя. Да, печально, печально. Боже мой, такая выработка, такое сооружение было. Да. Нам рассказали в институте, что мы вам построили все, а здесь у вас тоже задача серьезная. Вы двигаете науку вперед, и мы этим гордились. И руководители института говорили, что объем работ, который будем выполнять здесь, на этом кольце, будет больше, чем на БАМе. И что работы будет и для нас, и для наших детей, и для наших внуков. Залегание ствола 1018, 29 метров. Это уже, так сказать, капитально оборудован ствол, всем необходимым зон полностью готов к эксплуатации. Если посмотрите справа, здесь грузовое отделение, его видно ствола. Значит, у нас есть, так сказать, участки нашего объекта, где приходится практически контроль вести, где ежедневно, а где через день по частотой. Это в основном насосные установки и электрохозяйство. Электрообеспечение. Вот это, так сказать, мы спустились вниз уже на уровень тоннеля. Вот сам ствол, у него диаметр 9,5 метров общий.
поперечный. Из ствола называется подходная выработка, которая выходит на сам регулярный тоннель. Так, сейчас мы попробуем включить здесь свет. К сожалению, неудобно включать. Когда мы сами на обслуживание ходим, мы, в принципе, не включаем. То есть, где нужно, включаем. У нас у каждого индивидуальный светильник, это положено по правилам безопасности. Это основной тоннель, вот как бы протяженность которого 20 километров 700 метров. Я участвовал еще в строительстве, начинал, да. Это, правда, на другом я участке работал, вот, но с 86 года. Это, можно сказать, показательный такой хороший участок. Здесь все прилично сделано. Видите, как кабелеукладчики, все выполнено. То есть это уже по проекту. Все было подготовлено к сдаче. Как бы еще строительство продолжалось, а оборудование уже начинали монтировать. Уже выставляли даже магниты, пара магнитов стоит, осталось стоять. Сюда должны приезжать и проводить опыты не только наши ученые, но и со всего мира практически. И Штаты здесь приезжали, интересовались, и тем более французы, которые сейчас имеют ЦЕРН этот, да, там же практически такой же построен комплекс. Но мы это вперед начали, мы должны были построить его, и тогда уже смысла не было, допустим, им строить. Можно было здесь проводить. Я представляю, какое развитие получила инфраструктура города там и так далее. Достаточно сильные надежды были до августа 1991 года. Но когда вот произошли эти события и сменились, значит, власти, а вместе с ними сменились приоритеты, то тогда вот начались уже сразу ощущения того, хотя и не сразу, что, наверное, здесь нас ожидают большие трудности. До 1991 года финансирование велось там полномасштабное строительство, хорошее финансирование было. То где-то через 5 лет, в 95-м, в 96-м, то есть финансирование в 100 раз сократилось. Мы часто, естественно, обсуждаем это, но получилось так, что неправильно несколько расставили приоритеты. То есть надо было концентрироваться на завершении строительства туннеля и на создании, ну, как бы ускорителя первой ступени, который потом должен был вот инжектировать уже в сверхпроводящий. Представьте себе, что вот у нас был бы сейчас этот ускоритель. Это, кстати, ускоритель на 600-700 ГФ, и он был бы очень даже востребован. То есть у нас было бы не 70, а 700. Страны не стало, о чем мы говорим, почему, значит, деньги, не только деньги. Конечно, может быть, не столько деньги. И промышленность напрягалась там изо всех сил. И, значит, кадры, множество, такая проблема, она очень комплексная. Вот я не знаю, что было бы, если бы не случилось то, что случилось. Вообще говоря, планы были обоснованы, это были не прожекты, а именно проекты, положенные на бумагу, просчитанные. То есть я думаю, конечно, это было по силам. Было по силам, хотя с большим напряжением, но очень многое было сделано. Опыт, накопленный вот со сверхпроводящими, как раз магнитами, он вполне использовался, и вот сейчас наши инженеры строят магниты для ускорителей сверхпроводящих. Поэтому абсолютно это даром нельзя сказать, что вот рухнул проект и все. Истрачены деньги, и, значит, ничего не получилось, ничего подобного. То есть во многих местах это все используется. Ну, вот, много пошло в ЦЕРН, кстати, в ЛХС. Вот этот вот журнал «ЦЕРН Курьер» за 2005 год. Ну и вот, в частности, здесь фотография, что русская команда изготовила
самые крупные мионные камеры для мионного спектрометра «Атлас». Вот. И характерная особенность этих камер заключается в том, что они измеряют траектории заряженных частиц с высочайшей точностью. Вот при таких габаритах огромных точность измерения координат частиц, которые проходят через установку, около 100 микрон. Вот вы можете себе представить. Наш отдел занимался уже изготовлением, разработкой детекторов для УНК. И у нас уже были задумки по этим дрейфовым камерам для УНК. Поэтому мы и оказались в очень выгодном положении, когда началась программа по Большому адронному коллайдеру. Мы были уже сориентированы на эту задачу, много уже продумали, много чего уже наконструировали. И поэтому в большой конкурентной борьбе, я употребил это слово, с немцами и с итальянцами, которые предлагали свою конструкцию этих приборов, мы победили. И вот проект УНК. До конца он не доведен. Хотя денег было даже много. Те же, кто рыл этот тоннель, протон-тоннель они строили и БАМ. Ну, проходческие работы, тоннели все. БАМ тоже не был доведен до конца. Я не знаю ни одной такой гигантской стройки, которая бы закончилась полностью. Ну, на моей памяти я таких строек не знаю. И теперь ясно, что при том состоянии, в котором сейчас вот в ретроспективе оказалась страна, но рухнул бы этот проект. Не было бы либо ресурсов на поддержку, либо людских ресурсов, потому что подготовка кадров никакая сейчас в стране, и некому было бы заполнить. Людей нет. Нужны рабочие, нужны инженеры и так далее, и так далее. Все то, что было у нас в избытке, или, по крайней мере, в достаточном количестве в советское время, тут помогали все, вплоть до Министерства обороны. Вот. А сейчас, конечно, это окупить этих там людей, привести сюда, чтобы они строили, ну, это нереально. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, в конце концов, вот это был последний всплеск интереса, это где-то было в 2007 что ли, году или 2008, что-то такое. Ну и с тех пор мы уже, к сожалению, значит, эту мечту оставили. Сейчас мы находимся на участке, где происходит монтаж медицинского модуля для того, чтобы разрабатывать технологию лечения онкологических новообразований ускоренными ядрами углерода. Есть очень много пациентов, которым такое лечение необходимо. В России пока нет ни одной установки для терапии онкологии ионами углерода. Как только появились ускорители, начали использовать протонные ускорители для лечения. До углерода дело, конечно, у нас пока не доходило в России. Вот. А первыми углеродной терапией начали заниматься японцы. То есть мы идем по проторенному пути. Так делали во всем мире. То есть физики, которые умеют делать пучки, управлять пучками, диагностировать пучки. И медики на большом ускорителе отрабатывают методику, потом разрабатывают техзадания на новый ускоритель и, соответственно, строят уже ускоритель для серийного применения. Отдельного финансирования по этой программе до сих пор нет. Вот. А следующий шаг, он требует уже очень больших материальных ресурсов. Потому что рентгеновская система для того, чтобы нам позиционировать пациента, это стоит порядка 45 миллионов рублей. Кроме этого, нужна еще сертифицированная дозиметрическая аппаратура. Для медицинского модуля требуется специфическая отделка, освещение, вентиляция. То есть это тоже требует больших затрат. Понимаете, вот во всяком случае у людей, которые работают на ускорителе, по-своему сложная жизнь. В каком плане? Ведь у нас значимый результат получается только тогда, когда твоя наработка ушла в железо в виде систем и прочее, поставлена на пучок, и там она доказала, что она работает. Лаг времени по
работе в этом направлении масштаба 5 лет. То есть тебе надо сколько-то сеансов пройти. Сначала разработать систему, изготовить оборудование, пусконаладка, пробная эксплуатация, запуск и так далее. Вот такой лаг работы в нашем в нашем сообществе. А извините меня, наукометрия теперешняя, МОНовская, требует там 8 публикаций за 5 лет. Где ты их сделаешь? Если ты делаешь только что-то нормальное и делаешь реально работающее, а не занимаешься перетаскиванием одного из другого и не занимаешься просто-напросто начетничеством. У нас эксперимент сейчас по сложности, конечно, более продвинутый, чем эксперименты, скажем, в начале 70-х годов. Это факт. Мы где-то уже, если с самого начала, с идеи, то, грубо говоря, 10 лет. В распадах частиц, вот камезонах в нашем случае, возникает такая ситуация, что вот они начали распадаться как бы, и в первые мгновения возникает так называемое промежуточное состояние, в котором могут рождаться вот именно очень тяжелые частицы, даже, казалось бы, с нарушением вот закона сохранения. Может вот в этом промежуточном состоянии, например, возникнуть бозон Хиггса. И причем такой, который еще не открыли. Открыли нейтральный бозон, а в принципе существуют теории, в которых еще есть заряженные бозоны Хиггса. Они не найдены на LHC. А значит, вот в таких редких процессах, вот редких распадах камезонов, они как виртуальные состояния могут проявляться. Пока не нашли, потому что если бы нашли, вы бы знали, да? Мы бы уже, наверное, Нобелевскую премию получали. Это как бы исследование фундаментальных свойств материи и просто удовлетворение любопытства человечества в широком смысле. Эти знания немедленно становятся достоянием общества. Вот открыли там тяжелый бозон, либо что-то, или там бозон Хиггса, или что-то. Вы же не будете запрещать людям говорить об этом и требовать роялти за каждое упоминание. Нет, оно немедленно уходит в мир и уходит просто как новое знание. Сейчас из того, что мы знаем, пока каких-то барьеров, которые могут помешать проникновению вглубь на все более маленькие расстояния, нет, за исключением, нам позволяет это сделать именно эти самые высокие энергии. Грубо говоря, расстояние, на которое мы проникаем, обратно пропорционально энергии, которой мы обладаем. Чем больше размер ускорителя, тем больше у нас энергию мы можем получить. А чем больше энергию мы получаем, вот тем меньше частицы можно рассматривать. Можно ли будет при этом говорить на языке таком, что еще более мелкая частица, или что эта частица состоит из других более мелких? Я не знаю, может быть, язык сменится. Даже, наверное, он где-то сменится. Может быть, слово «частицы» будет неприменимо на каком-то этапе вот этого углубления. Вот. Ну, понятно, что значит, пределов нету. Вот это, мне кажется, понятно. Что в той или иной форме значит, все глубже и глубже, или все выше и дальше будет проходить проникновение в природу, познание ее. Люди вне науки, они не особо знают о том, как это происходит, вот. Но надо понимать, что это такое поэтапное построение системы знаний, которые обладает человечество. И вот мне хотелось бы внести вклад в это поэтапное построение. Вы знаете, что у нас, когда идет нормальная физпрограмма и сеанс, зачетный параметр, по которому проверяют эффективность работы ускорительного подразделения, это среднее время доступности пучка для физэксперимента в режиме 7/24, то есть без выходных и круглосуточном. Вы ускоритель уже посмотрели, это начиная с линейного ускорителя через бустер и до конца, вот все кольцо большое может работать нормально, все, а в начале какая-нибудь подсистема не работает на уровне заслонки. Несмотря на то, что все находится в работоспособном состоянии, если нет пучка на выходе, нам пишется 0. До начала программы модернизации, когда у нас было гладкое финансирование, у нас во время сеанса, там месяц, чуть больше месяца, у нас доступность пучка для физэксперимента была 82%. То есть вот такую долю времени, вот он был все время в каналах. Это вот так работает ускоритель. Поэтому что вы спрашиваете про ЛНК в этих случаях? Вот жизнь реальная.
потом будете спрашивать, а что случилось с У-70, он рухнул, вот он живой, самый крупный в России ускоритель, действует, и как он действует в реальных условиях. И как люди пытаются вот здесь жить, работать, и еще получается пока.